Привет! Вы на канале Aeroportal, и это новостной дайджест. В этом ролике мы пройдемся по последним новостям из мира отечественной и мировой гражданской авиации. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу ВК и на наш YouTube канал. Это наши запасные аэродромы, и ролики выходят там на сутки раньше, чем на YouTube. Ссылки вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Минпромторг пересмотрел условия сертификации импортозамещенной версии самолета Superjet 100. Ведомство более не настаивает на полной замене иностранных компонентов, которое было ключевым с 2022 года, после ухода западных поставщиков. Вместо этого в 2025 году планируется сертифицировать модификацию с максимально возможным уровнем локализации, по сравнению с базовой версией, где доля зарубежных комплектующих достигала 70%. Соответствующие положения содержатся в техническом задании на проведение NeoCare, опубликованном 26 февраля. На эти работы в 2025-2027 годах выделят более 27 миллиардов рублей. Как пояснили в компании Яковлев, конкурсная процедура необходима для официального закрепления финансирования программы на трехлетний период. После сертификации в 2026-2027 годах разработчикам предстоит продолжить испытания для расширения возможностей самолета. Также запланированы создание модульного интерьера для спецверсий, разработка встроенного трапа, модернизация топливной системы. По всей видимости, речь идет о подготовке бизнес-джета на базе SJ-100. Грузовая авиакомпания Skygates пополнила свой парк вторым самолетом Ил-96-400Т. Как сообщил Red Wings, передаточный акт был подписан накануне. Новый борт был произведен в 1997 году и ранее принадлежал прекратившей работу авиакомпании «Полет». С 2013 года самолет находился на хранении. Грузовая версия Ил-96-400Т с увеличенным фюзеляжем способна перевозить до 92 тонн груза. Его максимальная дальность полета с полной загрузкой составляет 5000 километров, а при 40 тоннах груза – 11 500 километров. Первый Ил-96-400Т Skygates получила в декабре 2023 года. Ранее на эти самолеты рассчитывала авиакомпания Aerobridge Cargo. На сегодня Skygates – это единственный коммерческий оператор удлиненной грузовой модификации Ил-96-400Т. Российские перевозчики теперь получили право арендовать самолеты за границей по схеме мокрого лизинга и использовать их для международных рейсов. Соответствующие изменения в Воздушный кодекс были утверждены Госдумой 8 апреля в третьем чтении. Аренда воздушных судов с экипажами была разрешена в России с 1 сентября 2024 года, но до сих пор ее можно было применять только для внутренних перевозок. Согласно новым правилам, самолет, взятый в мокрый лизинг у зарубежной авиакомпании, должен получить разрешение на эксплуатацию от российских регуляторов. Договор с иностранным владельцем должен соответствовать законодательству обеих стран. Аэрофлот первой в стране воспользовалась мокрым лизингом на внутренних маршрутах. В декабре 2024 года она взяла в аренду у частного перевозчика iFly 3 широкофюзеляжных Airbus A330-300 вместе с экипажами и начала выполнять ими рейсы из Москвы на Дальний Восток. Аэрофлот первой среди российских авиакомпаний начала массовое внедрение планшетов российского производства для бортпроводников. Персонал использует устройство F+T1120 с российской ОС «Аврора». Всего закуплено более 7000 экземпляров. На планшеты установлено специализированное приложение Crew Tablet, разработанное для перевозчика компании Aero Group. Это решение не только заменяет бумажные документы, но и ускоряет рабочие процессы. Экипаж может просматривать предстоящие рейсы, обращаться к актуальным инструкциям, а также отправлять электронные отчеты. Кроме того, новое оснащение позволяет персонализировать обслуживание. Бортпроводники получают информацию о специальном питании, дополнительных услугах и о особых потребностях пассажиров, а также могут принимать заказы на меню в бизнес-классе. Минпромторг заявил о готовности направить 14 миллиардов рублей на модернизацию авиационного двигателя ПД-14. Ведомство инициировало конкурс на проведение опытно-конструкторских работ, направленных на увеличение моторесурса, повышение топливной экономичности, улучшение акустических параметров, снижение массы конструкции, уменьшение трудоемкости производства. Все работы должны быть завершены к 10 декабря 2027 года.
что соответствует срокам начала эксплуатации полностью импортозамещенной версии МС-21, ожидаемой не ранее 2026 года. Особое внимание в техническом задании было уделено обеспечению совместимости модернизированного ПД-14 с бортовыми системами российского МС-21. Как отмечал министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первый испытательный полет полностью отечественного МС-21 запланирован на конец июня-начало июля текущего года. Китайские власти ввели запрет для национальных авиаперевозчиков на приобретение воздушных судов Boeing и авиационного оборудования американского производства. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Данная мера стала ответом на введение администрации Дональда Трампа повышенных таможенных пошлин на китайские товары. Такое решение демонстрирует зависимость Boeing и других крупных американских авиапроизводителей от китайского рынка в условиях усиления торгового противостояния между государствами. Согласно отчетности Boeing, в 2024 году на КНР пришлось 16% от общего объема поставок компании. Это 56 воздушных судов. Как отмечает специализированное издание Aviation Week, в 2025 году китайские авиакомпании ожидали получить 44 самолета американского производства. Основную часть заказа должны были составить узкофюзеляжный Boeing 737 MAX, а также 4 грузовых Boeing 777F и 3 магистральных Boeing 787. С января 2025 года в Китай уже было поставлено 18 воздушных судов, включая 12 моделей Boeing 737 MAX, 3 Boeing 777F и 3 Boeing 787. 17 апреля в Совете Федерации представитель Минтранса Андрей Иванов заявил, что срок сертификации нового суперджета может быть перенесен с ноября 2025 года на март 2026 из-за задержек сертификации двигателя ПД-8. Испытания нового двигателя уже привели к двухлетней задержке программы. Самолет в базовой конфигурации с российскими двигателями начал летные испытания лишь в марте этого года, что на 1,5 года позже первоначальных планов. В ответ Ростех, контролирующий разработчиков SJ100, опроверг информацию о переносе сроков. В заявлении корпорации подчеркивается, что сертификация ПД-8 запланирована на осень 2025 года, а летная программа сертификации SJ100 должна быть завершена до конца этого года. На мероприятии в Совете Федерации первый замгендиректора ОАК сообщил, что полностью импортозамещенный SJ100 уже проходит наземные испытания. Первый полет ожидается в начале мая, но ОАК не исключают, что он может состояться раньше. Российские авиакомпании с конца 2022 года сократили свой авиапарк на 9%, согласно данным реестра Росавиации. Речь идет о выведенных самолетах иностранного производства. В этом месяце в отечественных авиакомпаниях числилось 575 самолетов зарубежного производства, что на 54 самолета меньше, чем в 2022 году. Увеличить свой воздушный флот смогли те авиакомпании, которые сделали акцент на самолеты отечественного производства. К примеру, Red Wings получили 1 Ту-204 и 4 суперджета. Авиакомпания Azimut получила 3 суперджета, Air Aero получили 6 самолетов из семейства Ан-24 и Ан-26. Такова последняя информация из мира гражданской авиации. Как вам данные новости? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК и канал на YouTube по ссылке в описании. До встречи!